Центральное место в пантеоне амисканских божеств занимают Бедлам, Затота и Балампаса. У каждого из них своя роль и свое предназначение. В представлениях амисканцев Бедлам являл собой дух ламы, привносящий в жизнь шутливый настрой. Балампаса – дух ягуара, хищник, охотившийся в ночи и поощрявший разного рода эксперименты и исследования. Затота – дух попугая, знающий неисчислимое множество историй. По велению богов амисканцы пришли в дикие земли, где впоследствии зародилась Сильвадорадо. Может быть, это была одна из шалостей Бедлама, решившего испытать своих почитателей, или просто совпадение, но оказалось, что здесь уже обитал другой древний дух. Если верить амисканским письменам, Дрота не был божеством, но считался демоном, питавшимся болью. Поначалу амисканцы избрали путь, которым следовали всегда. Как и другим богам, они приносили ему дары, чтобы задобрить и жить рядом с ним. Специально для Дрота они возвели капище. Однако демон продолжал изводить все племя, несмотря на дары, которые он с радостью принимал. Тогда ведающие матери племени освоили духовные практики, с помощью которых сумели отгородиться от демона и от боли. Со временем они научили этому все племя. Старинные письмена свидетельствуют, что во время таких медитаций они полностью покидали физическую оболочку и словно парили над собственным телом, которое не ощущало никакого внешнего воздействия. И демону стало нечем питаться. Амисканцы взяли над ним верх. Дрота ушел из их жизни, а его капище завалили камнями. Оно до сих пор затеряно где-то в джунглях, а демон, погребенный в его недрах, ждет, когда кто-нибудь откопает это святилище и выпустит его наружу. В гробнице змей Винс нашел заметки и узнал, где расположены развалины демона Дрота. По этим заметкам он, Агата и Вивьен сумели отыскать нужную дорогу. Они подошли к развалинам на закате. Вход в святилище находился в скале, как и было сказано в амисканских записях. Он зарос лианами, но все-таки попасть внутрь было возможно. Это была обычная пещера, не представлявшая из себя ничего примечательного. Правда, тут находилась лестница, которая уходила куда-то вниз. Никакого туннеля, ведущего в амисканский храм, тут не было, по крайней мере на верхнем ярусе. Но вниз путешественники решили не спускаться на ночь глядя, поэтому они раскинули палатки и устроились у костра. Ночью в джунглях стало прохладно, снаружи доносился стрекот цикад и далекий вой какого-то дикого зверя. И пока они согревались у костра, Вивьен, чтобы скоротать время, поделилась с Винсом и Агатой историей своей жизни. Давным-давно Вивьен Диор училась в университете Бритчестера. Она была обычной студенткой, которая совершенно не приковывала взгляды. Но чье-то внимание она все же привлекла. Больше всего Вивьен тяготела к археологии. Очень ей нравилось на практических занятиях изучать различные редкости, найденные во время раскопок, и исследовать их историческую ценность. Среди студентов ходили слухи, что статуя Бритчестера в виде раскрытого фолианта хранит множество недоступных знаний, и если в полночь сделать подношение и произнести заклинание, одно из этих знаний откроется. Наверное, то были лишь слухи, но любопытство, как обычно, взяло над Вивьен верх. Однажды ночью она пробралась на территорию университета. Вивьен положила у фолианта свое любимое ожерелье в качестве подношения, произнесла заклинание, о котором говорили студенты, и стала ждать. Возьми и награди меня в ответ. Она прождала чуть ли не всю ночь, но ничего не произошло. Посмеявшись над своей доверчивостью, Вивьен отправилась к себе.
Однако следующей ночью ее разбудил скрип двери. Похоже, в комнату, которую она занимала в университетском общежитии, кто-то пробрался. Их было трое. Странные личности в длинных мантиях, капюшонах и масках. Они сказали, что представляют тайный орден, который способен взаимодействовать с духами, населяющими Бритчестер. Духи оценили ее подношение, ведь она принесла им не просто безделушку или выпечку, как делали другие, а отдала вещь, которой дорожила. И если Вивьен согласится вступить в орден, у нее тоже появится возможность приобщиться к мистической стороне Бритчестера. Конечно, Вивьен согласилась. Орден собирался после полуночи в нижних залах университета, куда редко кто-то забредал. Там они проводили спиритические сеансы и общались с духами давно почивших людей. На собраниях ордена Вивьен познакомилась с интересным молодым человеком, который привлек ее своей угрюмостью и мрачными речами. Звали его Алистер. Он уже долгое время увлекался мистицизмом и умел предсказывать будущее на картах Таро. Разумеется, Вивьен не отказалась узнать свою судьбу. Как-то вечером они остались одни. Вивьен взяла 3 карты, и все 3 карты оказались старшими арканами: жрица, смерть и отшельник. Жрица, как сказал Алистер, означает сильную женщину с богатым внутренним миром, чья жизнь будет наполнена множеством приключений. Вивьен ожидает несколько браков, и в каждом она будет жрицей, почитаемой, ценимой, превозносимой. Однако самой ей влюбляться нельзя, иначе это закончится картой смерти. Эта карта станет злым роком для тех, кого она полюбит, а следующая карта, карта отшельника, говорила о том, что каждый раз Вивьен будет оставаться одна. В сочетании с картами смерти и отшельника жрица превращалась в черную вдову. Вивьен насторожила это пророчество, но она была так взбудоражена, что у нее и Алистера сразу же завязались романтические отношения. Алистер тяготел ко всему, что было связано с мистикой. Он изучал различные практики, через которые мог общаться с духами. Вместе они проводили чуть ли не все время, и Вивьен не заметила, как к нему привязалась. Она полагала, что пророчество, о котором рассказали карты Таро, Алистеру не грозило, ведь они же не были женаты. И, судя по всему, связывать себя узами брака этот мерзавец не планировал. Ведь он сам предсказал судьбу всех будущих супругов Вивьен. Однажды Алистер прочитал о духовной практике, которую применяли древние амисканцы, чтобы отгородиться от одолевавшего их демона. В трактатах говорилось, что амисканцы могли полностью покидать свое тело и путешествовать в другие миры. И пока Вивьен изучала карты Таро, ее возлюбленный воспользовался этой самой практикой. Странно, первыми картами, которые выпали у Вивьен, вновь оказались жрица, смерть и отшельник. Амисканская практика удалась у ее возлюбленного с первого раза. Его дух действительно вышел из тела, но дороги назад не нашел. Неужели Алистер оказался ее первой жертвой? И так продолжалось всю жизнь, пока, наконец, Вивьен не нашла способ избавиться от проклятия черной вдовы. А для этого ей тоже пришлось забраться в опасные руины и отыскать сокровища. Поэтому способы избавления от проклятий существуют. И дом Винса тоже можно очистить от проклятых духов. Завтра они найдут храм, в котором спрятаны священные реликвии, и тогда Винс будет спасен. Но так ли это? Всем большой привет! Привет! С вами Стас. И Лёша, и вы на канале «Не без разницы». Да, вы на канале «Не без разницы». И у нас продолжаются приключения в Сильвадораде вместе с Винсом, Агатой и теперь Вивьен Диор, которая тоже присоединилась к нам в этих странствиях. Ну, наконец-таки можно поздравить наших героев, они смогли все-таки выспаться немножечко. Да, они отыскали развалины Дрота, пришли к ним на закате, как мы и говорили в самом начале этой серии. Здесь они переночевали, раскинули палатки на верхнем ярусе. Вивьен рассказала историю своей жизни, как обычно. Ну, куда же без истории, которая захватывает полностью, и, потрясающий Вивьен, как обычно, и история, наполненная приключениями и трагизмом. Трагедии продолжаются. Винс просыпается в очень грустном настроении, потому что он проснулся со скорбью. Это потеря лучшего друга. К сожалению,
действительно так произошло. Анжела, которая была его хорошим другом, все-таки погибла в прошлой серии у нас. Битвы уже не было. Леди Агнесса, конечно, все свое могущество обрушила на Анжелу, и Анжела просто не могла сопротивляться. Да. Солнце ее отправило в подлунный мир, так вроде бы говорится, да? Наверное. Она действительно была лучшей подругой у Винса, и даже у Винса стал возникать к ней романтический интерес. Но все тщетно. Итак, Винс все-таки проснулся. Вивьен, кстати, у нас проснулась уже чуть пораньше. Она находится вот прям где-то здесь, в этих развалинах, там недалеко от развалин. Все-таки это общественный участок, поэтому здесь есть место для готовки. И Вивьен решила для всех приготовить завтрак на сегодня. И этот завтрак мы перенесем сюда, чтобы они не бегали никуда. И Агату давай тоже будить. Нам нужно будет сегодня спуститься на нижний уровень этих развалин демона Дрота, посмотреть, что там есть. Между прочим, все очень голодны. Знаешь, учитывая опыт прошлых серий, я сомневаюсь, что так уж безопасно спускаться на нижний уровень. Может быть, нас там опять ждет какая-нибудь банда вампиров. Ну, конечно, небезопасно, но, собственно, а что нам делать? Ну, с другой стороны, да, действительно, выхода нет. Нужно туда пробраться и посмотреть, что там. Вот только, к сожалению, Винс у нас теперь будет целых 2 дня ходить в очень грустном настроении. И он еще и ошалевший там. В общем, целый набор. Ошалевший он, потому что здесь такое свойство участка. Он все-таки проклят, это же развалины демона. Но независимо от участка и от его внутреннего эмоционального состояния, нам все равно нужно добраться до вот этих развалин, которые внизу на нижнем уровне. И на нижнем уровне этих развалин должен все-таки находиться проход к Мисканскому храму. Условия тут, конечно, спартанские. Ну, как иначе-то? В таких руинах не будет же нормального полноценного туалета, поэтому... Ну, странно было бы, если бы здесь были хорошие кровати, санитарные комнаты, шведский стол с 3-разовым питанием. Ну что, давай спускаться тогда. Ну что, вот там уже какой-то сияет красный свет. И мы начинаем спуск. Вот она уже, эта статуя Дрота. Ну, вот эти вот руины и развалины, они все-таки по объему не такие большие, как гробница, в которой Винс был. Здесь у нас, ну, прям самая настоящая пещера. Камни, кучки какие-то земли, еще камни, да. И здесь вот стоит скульптура этого самого демона Дрота. Именно его мы видели еще в самом начале этой серии. Ну и, кстати, здесь есть то, ради чего мы сюда и пришли. Именно тут действительно находится проход к древнему Амисканскому храму. Ну, я тогда предлагаю прямо сюда и пойти, и попробовать его открыть. Ну, давай сперва осматриваться, что здесь есть, потому что, смотри, здесь есть какие-то кучки. Например, Вивьен с Агатой. Очень хорошо, что Вивьен присоединилась к нам в этом путешествии, потому что она тоже сможет поискать какие-то редкости и реликвии и помочь, собственно, Винсу. Поэтому Вивьен с Агатой сейчас что-то поищут здесь пока, а Винс будет осматриваться и прочитает некоторые записи, которые здесь есть. Ну, собственно, да, есть что посмотреть. Итак, книга называется «Преисподняя». По велению демона Дрота его капище необходимо было обустроить под землей, ближе к преисподней. Именно поэтому тут так жарко и душно. Сама преисподняя полна загадок и лишена логики, но даже там есть своя иерархия демонических существ. Это необходимо для поддержания порядка, несмотря на то, что сами существа несут хаос. Дрота стоит на 2-й ступени всех демонов. Над ним и ему подобными возвышается лишь темный владыка. Ниже него находится мелкая нечисть, устраивающая беспорядки на земле. Дрота до такого не опускается, ему не нужны беспорядки, ему нужно нечто эфемерное, нематериальное, как и любому демону его ступени, а именно людская боль и страдания. Амисканцы знали, что он может уменьшить или усилить боль, поэтому старались ему угодить, чтобы жить в согласии, как со своими истинными божествами. Ну, собственно говоря, это как раз то, что мы узнали в начале этой серии, когда наблюдали за танцами, за вот этим мистическим ритуалом. А вот очередная книга нам подтверждает наши догадки, историю. Мы на правильном пути. Мне нравится только то, что такие книги нужно именно в таком облачении читать, правильно? Ну, конечно, свесив ножки в прохладную водичку. Ну, как-то она не выглядит очень такой свеженькой, эта водичка. Ну, какая есть. Вивьен и Агата уже занялись делом.
Ну, пора бы теперь и Винсу заняться делом. Он, конечно, занят, прочитал книгу, мы узнали чуть больше об этой истории. Мы идем дальше. Вивьен вот уже нашла, кстати, маску неустановленной подлинности. Так, что здесь еще есть? Можно тоже поискать здесь. Да вот, тут например, много, кстати, копать. чего посмотреть есть. Так что хорошо. Не пустует тут пещера. Да, и здесь еще другие книги расположены. Давай-ка их тоже прочитаем. Интересно, Винс снова переоденется в плавательный костюм? Удивительно, как демонические сущности бессильны перед священными предметами. Амисканцы использовали это знание в своих целях. Ведающие матери племени наделили многие реликвии силы и использовали идолы в борьбе с демоном Дрота. Большинство таких артефактов заключено в храме, в который не мог попасть демон Дрота, несмотря на то, что вход находится в его святилище. Древняя магия там настолько сильна, что храм постоянно меняется. На месте одного зала вдруг возникает другой. Там, где однажды была дверь, появляется глухая стена. Комнаты исчезают, а на их месте появляются новые или не появляются вовсе, и тогда заплутавший внезапно проваливается в пустоту. Амисканцы наложили такое заклятие на храм, чтобы демон или кто-либо еще не смог найти путь. Вот, это объясняет как раз-таки загадку этого храма, почему постоянно он меняется. Ну что ж, амисканцы обладали действительно сильной магией, раз им удалось провернуть такое. А Вивьен как раз находит что-то еще, Александрит, а до этого она нашла изумруд. Молодец, достаточно хороший поход. И вот еще одна книга здесь находится, тоже в этих развалинах Дрота, и называется она «Путь к храму», то, что нам нужно. В этом месте есть тайный проход к священному храму. Амисканцы намеренно проложили туннель на месте капища Дрота. Сделано это было для того, чтобы ни одна живая душа не имела возможности туда попасть. Вряд ли кто-то захочет спуститься в демонические руины, чтобы найти этот проход, если только какой-то безумец, как Винс, например. Храм также защищен и от самого демона. Его залы и коридоры подвержены магическому изменению, поэтому там запросто заплутает даже нечисть. Открыть туннель непросто, поэтому если вдруг вы попали сюда по случайности, разворачивайтесь и убегайте. Мы попали сюда не по случайности, как Поэтому сказано причин в книге... убегать нам нет. Да, как в книге сказано, ну, если только какой-то безумец, наверное, сюда может попасть. Ну, Винс. отчасти это правда. Это действительно так. Но поскольку не по случайности мы сюда попали, то, как я уже сказал, причин разворачиваться нам нет. А вот только прямо. Вот сюда нам этот надо. проход и есть. Но, конечно же, он закрыт. Чтобы взломать этот ход, требуется 10 уровень механики. Ну тогда разворачиваемся и уходим. Нет, мы просто так сдаваться не будем. Давай посмотрим. Я-то надеялся. Механика сейчас у Винса находится на 7 уровне. Чтобы достичь 10 уровня, это, конечно, Винсу нужно будет очень-очень сильно постараться. Слава всем абисканским богам, что здесь есть то, что Винсу нужно. Вау! Пути Господни неисповедимы, особенно пути богов амисканцев. Очень, кстати, здесь верстак. Да, здесь находится верстак, которым мы для сейчас, создания предметов, пожалуй, таки воспользуемся. Но нам потребуется достаточно большое количество времени, чтобы достичь этого 10 уровня. Но, пожалуй, тут есть чем себя развлечь еще, поэтому Вивьен и Агата не будут скучать. Винс сразу приступает, не будем долго тянуть, пусть приступает, начинает тогда создавать какие-то предметы на столярном столе и как раз развивать свой уровень механики. А Вивьен и Агата тогда походят в окрестностях, пособирают какие-нибудь редкости, развивают свой навык археологии, в общем, помогут Винсу в сборе сокровищ. Ну и как-то скоротает время. Тут заниматься навыком механики. Только единственное, как Винса здесь оставлять одного. Ну, пока сейчас день, так может себе, быть. кстати, перспектива остаться одному здесь, в развалинах. Ну, началось. Летучие мыши-вампиры напали на Винса. Ну, а как? Ты посмотри-ка, между прочим, мы купили на рынке приманку для летучих мышей-вампиров, так что Винс от них избавился. Слушай, ну мы же прям обезопасили себя от всех возможных каких-то нестандартных ситуаций. Мы же купили просто все, что было на столах, как вот эти жители на ринке, на площади. Мы все купили, все, что только можно. И поэтому, да, мы были готовы к такой ситуации. Но теперь Вивьен и Агате совершенно точно надо возвращаться на рынок, потому что наши запасы водопадов в бутылке и приманок для летучих мышей
становится их меньше. Ну, иссякают потихонечку, скажем так. Ну и тем более у нас еще впереди целый храм. Нет, ну Вивьен это просто мировая женщина. Уже ночь спустилась на джунгли, а Вивьен размахивает уверенно мачете. И проходит. Ну и, конечно, Вивьен находит сокровище. Кто, как не Вивьен, могла это сделать? Молодец, Вивьен. Самое интересное, что Вивьен эти сокровища с собой-то никуда не заберет. Она их оставит Винсу. Ну, это такая благотворительность. А вообще хочется сказать, что Агата там пока одну какую-то кучку разгребала, Вивьен уже до сокровищ добралась. Все-таки у Вивьен такой темп, будь здоров. И смотри, она достигла самой высокой точки в джунглях. Вот. И вот на нее напали пчелы. О, нет. Бедная Вивьен. Только вот мы порадовались сокровищу. Винс достигает 9 уровня в навыке механика. Но какими усилиями? У меня уже, например, глаза сикось-накось, вот честно говоря. И, между прочим, уже половина следующего дня. Ну, я о том и говорю, да. Но молодец, нам осталось еще совсем немножечко, и мы сможем пробраться туда, где, возможно, придет наша погибель. Надо поесть ему еще. Вот у него есть специальный жареный сыр, быстроежка. Пока Винс у нас развивает навык механики, мы приехали на рынок. И нам обязательно нужно купить водопад в бутылке, потому да, побольше. Потому что у Винса там уже прям проблема с этим. Ну, мы так, скажем, не уточняя, что за проблема, просто поверьте на слово. Бутылка с водопадом нужна. И да, не одна. Мы покупаем также приманку для летучих мышей. И мачете. Это пригодится нам в любом случае. И средства от пауков. Давай еще возьмем несколько водопадов. Давай, в бутылке. Никогда не будет лишним. И еще один мачете возьмем. И еще один мачете. Ну, давай заберем все. А Вивьен с Агатой как-то уже не очень рады этим путешествиям. Тут всех их покусали и пауки. И у Вивьен уже досуг упал совсем. Я думаю, Вивьен не рада, потому что все сокровища, которые она найдет, все-таки придется вот это вот все разделить с Винсом в какой-то степени. 96%. Затая дыхание, мы ждем 97, 98 и 99 и 100. 97. О, 98. 99. О, вау. Все, максимальный уровень механики. Ну, просто супер. Все, Винс освоил просто этот навык. Ну, вообще класс. И это значит, теперь он может у себя дома провести, точнее, канализацию, воду. Слушай, что а это услуги. серьезное достижение, между прочим. То есть дом, когда мы бегали все время к речке, запасались водой и непонятно в каких условиях жили, наконец-то придет этому конец. Если только раньше Винсу не придет конец, потому что он явно будет еще сражаться с леди Агнессой. Но об этом мы будем думать потом. Сейчас мы будем праздновать достижение 10 уровня в механике. 2 суток он развивал этот навык до 10 уровня. Очень с долго. 7 до 10. Но время уже час ночи. Наверное, нужно все-таки поспать. И завтра уже будем тогда отправляться в Эмисканский храм. Думаю, спать можно с чувством полностью выполненного долга. Итак, момент X. Вот этот самый момент. Так, пока что идет туговато. Все получилось. Я только хотел сказать, что не все так легко, а очень даже молодец, Винс. Вот что значит 10 уровень. И мы заходим. Итак, Итак, наши путешественники оказались в храме в Эмисканском. Давай немножечко осмотримся, что здесь интересного есть. Может быть, тут какие-то подсказки. Вивьен очень воодушевленная сразу. Но, конечно, их сразу встречает ловушка. И эту ловушку каким-то образом надо обойти. Но все равно давай осматриваться. У Агаты, кстати, досуг падает. Пусть она и осмотрится. Прочитает какую-нибудь книженцию. Вот, например, археология, том 1. Очень даже неплохо. То, что нужно.
Здесь у нас лежат какие-то книги, и среди них есть книга «Дневник путешественника». Давай-ка прочтем, что это. Поиск храма с помощью идолов в джунглях не принес результата. Они молчали, сохраняя в секрете его местонахождение. Тогда я перешел к гаданию по полету птиц. Стайки колибри хаотично кружили над цветами гусмании. Глупые птицы. Я стал наблюдать за стаей попугаев и вдруг заметил любопытную особенность. В одном месте, недалеко от королевской купальни амисканцев, они кружили в небе в определенном порядке. Я направился туда. Расчистив лианы и выронив свой мачете, я продрался сквозь заросли и очутился на большой поляне, а прямо передо мной возвышалось величественное строение. К дверям вела внушительная лестница, вокруг было множество руин. Лишь он, храм, стоял невредимым, нетронутым временем. Не зря говорят, что здесь сосредоточена древняя магия. Вот здесь опасности этого храма заключаются в том, что персонажи могут словить какое-нибудь проклятие. Вот, например, идол здесь уже и очень-то доволен этой шутке. Винса что-то попало. Да. Вот. Вот так вот. Как хорошо, что у нас Агата с Вивьен купили очень много, знаешь, водопадов в бутылке. Тем не менее, у меня даже язык просто начал заплетаться. На самом деле, это не самое страшное проклятие, с которым можно было столкнуться. Так что... А вот это вроде бы идолу пришлось по вкусу. Да, это Винс расхвалил его резной орнамент. Надо сразу было с похвалы. Итак, мы можем продвинуться дальше. Отлично. И вот мы спускаемся. Очень много места для раскопок тут, кстати, есть. Вивьен отправляем на раскопки. Я вот там уже вдалеке вижу ловушку очередную. Агате тоже нужно немножко покопать. Ну, а Винс пойдет с ловушками тогда разбираться. В принципе, на жизнь Вивьен уже столько ловушек выпало, что сейчас она может заняться спокойными какими-нибудь раскопками. А вот Винс как раз-таки пусть и занимается всеми этими опасностями. Чего ему терять? Так, смотри, сколько всего. Здесь опять находится идол, который можно активировать, либо вот какие-то... Похоже на какие-то чаши. Да, чаши. Ну, будем тогда... Давай, может быть, попробовать... А может быть, надо было осмотреть сперва? Смотри, что-то не то. Чем выше ваш уровень в навыке археологии, тем лучше будет результат. Это Вивьен нужно сюда отправлять, осматривать, между прочим. То есть все-таки Вивьен в бой сейчас отправится. Она хотя бы осмотрит, может быть, тогда какое-то из этих действий... Вивьен такой походкой пришла, такая, да. Сейчас я разберусь. Она поймет, что какое-то из этих действий неправильное. Ну а Винс пусть тогда копает. Тем более Вивьен и в университете изучала археологию и исследовала различные древности. Да, в принципе, это ее жизнь. Ни один из механизмов не может открыть врата. Надо осмотреть побольше других. Ну, так, значит, нам вот эти не надо. открывают. Итак, Вивьен понимает, что некоторые из осмотренных механизмов точно не откроют врата, но некоторые изучить тщательно не удается. Вивьен может рискнуть и что-то активировать. Вот, кстати, либо оскорбить развалину, либо расхвалить резной орнамент. Ну, я думаю, оскорблять идола не надо, потому что... Странно было бы, если бы... Нет, надо было оскорбить его. Вивьен, будь аккуратна. Теперь Вивьен очень грустное чувство потерянности. Что случилось? Вот так тогда тебе. Нет, тоже нет. Что ж, по всей видимости, с чашами надо взаимодействовать. Попробуем использовать глиф солнца. Кажется, получилось. И получилось. Винс обходит защиту храма. Ну что, заходим внутрь тогда. И вот впереди нас ждет... очередная ловушка. Очередная ловушка, и вот пьедестал какой-то. Смотри. И смотри-ка, у Винса благословение, личное солнце, обход защиты храма. Давай прочитаем вторую часть заметок путешественника. Исследователи говорили, что в этот храм невозможно попасть из-за амисканской магии, ибо здесь может заблудиться даже демон. Но вот я тут. Я оставлю эти записи для других путешественников, которые, возможно, тоже когда-нибудь сюда попадут. Пусть знают, что они не первые. В храме множество ловушек, а на входы в залы наложены силовые поля. Первым делом мне попались поворотные столбы, но какие глифы я активировал, не скажу. Думайте сами. Отмечу лишь то, что первая попытка была неверной, и над моей головой пролетел ядовитый дротик. Вовремя я пригнулся. А вот нам столбы не попались. Но это как раз-таки говорит о том, что храм действительно меняется. Ну что, немножко поговорили, обсудили все свои открытия, обсудили все ловушки. Немножко поднялось настроение. И идем тогда вперед.
Проходим дальше. И у Вивьен тоже немножко поднялся уровень общения, потому что у нее там совсем что-то Хотя было посмотри, страшное. у всех прям питание, бодрость, общение, прям всем как-то тяжело. Ну, конечно, храм дается не так просто. Тут же ловушки и куча испытаний. Вот здесь опять ловушки сейчас будут. И лежит книга, очередная часть дневника, часть 3 путешественника. Давай-ка ее тоже прочитаем, посмотрим, что там на этот раз нам путешественник написал. Сейчас опять он нам скажет, что ничего я вам рассказывать не буду. Стрелки на моих часах замерли, а потом внезапно пошли в обратном направлении, так что я полностью отрезан от внешнего мира и не могу следить за временем, но по моим расчетам снаружи уже должна была наступить ночь. Кажется, я что-то слышал за спиной, звук, похожий на шарканье ног. Однако здесь никого не может быть. В голову тут же стали забираться мрачные мысли. А вдруг это демон, который тоже забрел в залы храма и не может найти дорогу назад, поскольку храм постоянно меняется? Нет, это невозможно. А если это неупокоенные духи древних амисканцев, мумии или скелеты, вооруженные копьями? Похоже, время действительно перевалило за полночь, раз меня стали посещать такие мысли и одолел страх. Похоже, это действительно был какой-нибудь скелет, потому что вот он и к нам подошел сюда. И пошел куда-то дальше. Ну, навестил нас, собственно говоря, кстати, вот прям насколько в тему, да, дневник. Прям вот предыдущая, 2 часть говорила нам про вот эти вращающиеся столбы, и тут бац, мы их встретили. А сейчас читали про скелетов, и пришел к нам скелет. Так, ну Вивьен уже размещает палатку, потому что она хочет спать. Ну, вообще у нас все, конечно, подустали. Я не знаю, Винс прям очень даже веселый вот в такой ситуации, когда тут скелеты ходят какие-то. Дневник путешественника его нисколько не напугал, да и ходячий скелет его тоже нисколько не напугал. А неудивительно, ведь он же благословлен вот этим вот какой-то звездочкой, которая над ним летает. Солнцем, да, вот да. у него. Благословение личное солнце. Вот, поэтому чего же ему бояться? Наоборот, в хорошем настроении. Тем более, посмотри, скелет достаточно праздничный, такой радостный. Праздничный. Ну что ж, Винс уже лег спать, Агата сейчас тоже залезет в палатку, и тогда мы продолжим приключения утром. А сегодня у нас первый день осени. Все уже проснулись, вот перекусили. Ну что, давай дальше изучать, как здесь пройти следующую ловушку. А, вот, здесь есть кучки, которые можно еще раскопать. Ничего у Вивьен не получилось выяснить. Поэтому придется... Оскорбить развалину. Мы уже оскорбляли ее. Так, что-то неправильно. Вивьен, отбегай. Ох, Винс, Что что-то случилось? Винса... Что-то в него... Опять то же самое. Слушай, вот как хорошо, когда мы приехали на площадь на рынок, скупили все водопады в бутылках, которые только были. Вот как знали прям, да. Попробуем похвалить тогда его резной орнамент. Да, Вот это ему это подействует. нравится. И это у нас последний зал получается. Да, там будут сокровища. Слушай, это то самое сокровище, которое поможет нам изгнать всех злых духов. Слушай, это получается, Из что же? дома. Это что же получается-то такое, что мы подходим к завершению всей этой истории? Мы подходим к финалу. Но здесь, смотри, лежат еще несколько частей. Кстати, а дневников. может быть, покажи 5-я и 6-я, да, части? 4-я 4-я и 5-я. и 5-я. Интересно, в 5-й части, наверное, написано: ну, ребята, знаете, я забрал сокровища, так что вам тут, собственно говоря, нечем поживиться. Ну давай сперва прочтем, а там посмотрим, что за сокровище нас ожидает. Дневник путешественника, часть 4. Я задремал, облокотившись о каменный постамент, и сквозь сон услышал чей-то шепот. Я вскочил и вдруг заметил, что этот постамент был надгробной плитой. Значит, мои догадки подтвердились, и в этом храме амисканцы хранили предков. Не успел я закончить свою мысль, как каменная плита медленно начала отодвигаться, и я не верил своим глазам. Из отверстия показалась обмотанная истлевшими тряпками рука. Она шарила в воздухе, пытаясь ухватить меня за рубашку. Я сорвался с места и побежал прочь. Один зал сменялся другим, а я все дальше удалялся от входа. Как теперь вернуться назад? Я бежал вперед, пока не наткнулся на очередное силовое поле. Тут тоже нужно решить головоломку, чтобы отыскать проход. Но как это сделать? Шаги за моей спиной становились громче. Какая-то недружелюбная ситуация. Я надеюсь, что с нами такого не произойдет. Правильно? Кто-то, похоже, не выбрался из этого храма. Тем более мы вместе. Так, давай посмотрим на 5-ю часть, на последнюю. Я спрятался за статуей идола и пишу эти строки для тех, кто найдет мой дневник. Я забрался сюда для того, чтобы найти ценное сокровище, но теперь вынужден спасать свою жизнь.
Сокровище того не стоит. Лучше разворачивайтесь и уходите, пока солнце не село за горизонтом. Этот храм не просто археологическая находка. Это место древней силы и магии, которые охраняют усопшие амисканцы. Я слышу, как они, разбуженные моим появлением, ходят в соседних залах, шаркая ногами по плитам. Слышу, как они приближаются ко мне. И я понял лишь одно. Никто не сможет уйти отсюда живым и унести с собой сокровище. Как-то теперь опасно брать нам это сокровище. Так, нет, я категорически против с этой последней книгой, потому что сейчас еще не заход солнца, сейчас всего 13 часов, и мы успеем взять сокровище и благополучно отсюда уйти и получить все бенефиты. Так, Вивьен у нас открывает первый сундук. И сокровище у нас. Исследование храма завершено. Вивьен находит легендарное сокровище храма. Но все же ей стоит поискать другие трофеи, прежде чем уходить. Все-таки Вивьен нашла легендарное сокровище. Я думал, оно здесь. Вот. О, это... Ну, Вивьен, не привыкать. Это любимая история Вивьен. Слушай, 12 часов, благословение, мешок костей. А если бы Винс у нас нашел, вот в таком виде бы он пришел к леди Агнессе. Ну, тогда бы мы, может быть, и победили бы сразу леди Агнесу. Она бы просто не ожидала бы такого противника. Ну что, Винс тоже открывает сундук с сокровищем. Так, а у Винса что тут? Винс находит ценные предметы в сундуке с сокровищами и получает благословение от амисканских богов. Он берет артефакты, снаряжение и кладет их в свой багаж. Вообще потрясающе. Вивьен получила благословение мешок с костями, а Винс просто получил благословение амисканских богов. Вивьен не привыкает, она уже была. Да, что правда, то правда. Но она немножко не таким стильным скелетом была, правда, в прошлый раз. А тут она прям, опять же, праздничный скелет такой. Ну что, вот это самое сокровище, да, у нас получается? Так, ну а что, мы не слышим, да, шаркающих шагов похороненных здесь амисканцев? Ну, вроде бы нет, вроде бы Вивьен. Вивьен, что случилось? Это она пошутила. Вот и настроение. Она пошутила так. Вот и настроение у Вивьен появилось хорошее. Ну что ж, может быть, она будет сейчас выступать в роли тех самых амисканцев, которые напугали путешественника, который однажды сюда пришел. И никто нас больше не захочет тут оставить навсегда. Я думаю, путь они найдут все-таки из этого храма. Точно так же, как сюда и пришли. Ну, а вот эту золотую лягушку, это самое ценное сокровище, мы передаем Винсу. Стойко, надо его передать. Не хочется Вивьен этого делать. И я понимаю. Все, передали. Вот она у него в багаже находится. И именно ее, эту лягушку, это очень странно, конечно, но ничего. Эту лягушку он будет использовать в ритуале изгнания злых духов. Ну, а чего странного? Лягушка. Ну, лягушка. Да, лягушка. Ну, а что? Вот лягушка. Ну что ж, Винс нашел реликвию, которая нужна была для изгнания злых духов. Не просто реликвию, лягушку, золотую лягушку. Да. Но сделал он это не без помощи, конечно, Вивьен и Агаты. Да, собственно говоря, Вивьен тут ключевую роль сыграла, между прочим. Она на себя весь удары приняла. Да, весь удар на себя все. Так что Винс сможет все-таки в своем обличии отправиться сражаться с леди Агнесой. И были это все-таки такие тяжелые приключения. Очень тяжелые. Винс целых 2 дня потратил на то, чтобы развить навык механики до максимального уровня, и все-таки ему это удалось. Ну, а удалось ему, он этим сразу 2 зайцев, кстати, убьет. Не только он смог пробраться в храм, но и теперь сможет в доме проложить все коммунальные вот эти вот штуки. Да, коммунальные услуги подключить. Ну и не совсем так, что он их сразу подключит, потому что все-таки эти коммунальные услуги подключаются вместе с электричеством. А я только хотел порадоваться. Чтобы было в доме электричество, это нужно достичь 10 уровня в навыке робототехника. Ну, когда Винс все-таки изгонит злых духов из своего дома, я думаю, он займется навыком робототехники и тоже разовьет его до максимального уровня. Да, было бы хорошо. Ну, сделаем это. Ну, что хотелось бы еще сказать. Приключения были действительно тяжелые, и сколько всего они испытали во время этих приключений. То на них там нападали пауки. И у Винсу сколько раз пригодился водопад в бутылках. Да. Не пересчитать просто. Несколько раз с ним случился казус. Да, ну и тем не менее, это только первый шаг на пути к остальному большому делу. Потому что все-таки вернуться в Глиммербрук
Необходимо, да. необходимо и там еще целый ритуал провести. Вместе с мудрецами магии. Да, и я думаю, что это будет непросто, еще сложнее, чем было нам сейчас. Ну, конечно, потому что леди Агнеса настолько крепко связана с этим домом, что изгнать ее оттуда будет трудно. Но посмотрим, справится ли Винс с этим. Но силы она набрала серьезные, поэтому Винсу придется и свои силы все приложить, чтобы справиться с леди Агнесой. Ну что ж, друзья, спасибо вам, что были с нами, что посмотрели эту серию. Спасибо вам большое, и оставайтесь обязательно с нами, ведь в следующей серии все решится. Но не финал, конечно, всего проекта, потому что у нас еще есть что сказать. И есть что еще в доме поделать и поремонтировать. Ну а история, да, подходит к своему логическому завершению. Что же там будет? Посмотрим. И также мы вас приглашаем в наш телеграм-канал, где мы обсуждаем в том числе этот проект «Заброшенный дом», и на канал на Бусти, где мы тоже выкладываем видео, дублируем те же самые видео, которые выходят здесь на Ютубе. Да, обязательно подписывайтесь на Бусти. До следующих видео. Всем пока. Пока.